Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 13 июля. В этом видео поговорим о том, что можно, чего категорически нельзя делать, а также поговорим о том, какой праздник церковный сегодня и какие иконы Божьей Матери почитаются в этот день 13 июля. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. Православная Церковь 13 июля отмечает два значимых праздника – Собор 12 апостолов и воспоминания преподобного Петра Царевича Ордынского, Ростовского. Эти праздники имеют глубокое историческое и духовное значение, объединяя память о ближайших учениках Иисуса Христа и святом, чья жизнь была отмечена чудесами и благочестием. Празднование памяти 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, установлено в древности. Эти апостолы были первыми проповедниками христианства, которые несли Слово Божие по всему миру. В их честь построено множество православных храмов. Первый из них возвел Константин Великий в IV веке в Константинополе. Каждый из 12 апостолов внес свой вклад в распространение христианской веры. Петр – основатель Римской церкви и первый епископ Рима. Андрей проповедовал в Греции и на Балканах и считается покровителем России и Шотландии. Далее Иаков Зеведеев проповедовал в Испании, где его мощи ныне хранятся в Сантьяго де Компостела. Далее Иоанн Богослов, автор Евангелия от Иоанна, Апокалипсиса и 3 посланий. Далее Филипп проповедовал в Малой Азии и Фригии. Варфоломей проповедовал в Индии и Армении. Фома проповедовал в Индии, где его считают основателем христианской общины. Далее Матфей, автор одного из Евангелий, и проповедовал он в Эфиопии. Иаков Алфеев проповедовал в Иудее и Египте. Фаддей проповедовал в Месопотамии и Сирии. Симон Канонит проповедовал в Египте, Ливии и Персии. Матфий был избран на место Иуды Искариота и проповедовал в Иудее. Преподобный Петр Царевич Ордынский был племянником хана Золотой Орды и правнуком Чингисхана. Родился он в знатной и могущественной семье, однако его жизнь приняла неожиданный поворот благодаря чудесам и вере. В 1253 году Орду посетил Кирилл II, епископ Ростовский. Епископ совершил чудесное исцеление сына хана, что глубоко поразило юного царевича. Петр был настолько впечатлен рассказами о христианской вере и чудесах, что решился на смелый шаг. Он тайно покинул Орду и отправился в Ростов вместе с епископом Кириллом. В Ростове юноша принял православное крещение, получив имя Петр. Он женился на дочери местного вельможи и имел многочисленное потомство. Его жизнь в Ростове была посвящена служению Богу и семье. Петр стал известен своей благочестивой жизнью и благотворительностью. На берегах озера Нера Петр основал монастырь, который стал называться Петровской обителью. Этот монастырь стал центром духовной жизни и местом паломничества. После смерти жены Петр принял монашеский постриг в этом же монастыре, посвятив свою жизнь молитве и служению. Преподобный Петр отличался особой любовью к молчанию и молитве. Он жил аскетичной жизнью, проводя много времени в духовных размышлениях и молитвах. Умер Петр в 1290 году, и почти сразу после его кончины его начали почитать как святого. Его жизнь и деяния стали примером глубокого благочестия и духовной силы. Православная Церковь 13 июля отмечает праздники в честь 3 чудотворных икон Божьей Матери – Балыкинской, Волынской и Горбаневской. Эти иконы почитаются верующими за их чудотворные свойства и многочисленные исцеления, которые они даровали на протяжении столетий. Начнем мы, друзья, с Балыкинской иконы Божьей Матери. Балыкинская икона Божьей Матери была найдена в 17 веке в селе Балыкино, ныне Брянская область. По преданию, икона появилась чудесным образом, и вскоре ее слава разнеслась по всей округе благодаря множеству чудес и исцелений,
происходивших после молитв перед ней. Сама история появления иконы связана с таинственными явлениями. Один из местных жителей, страдающий тяжелой болезнью, увидел во сне Божью Матерь, указавшую ему на место, где находится икона. Найдя икону, он исцелился. С тех пор икона стала объектом поклонения и надежды для множества людей. 13 июля верующие собираются в храмах и монастырях, чтобы почтить Балыкинскую икону Божьей Матери. Празднование включает в себя праздничные литургии, молебны и крестные ходы. Особое внимание уделяется чтению акафистов и молитв перед иконой, где верующие просят о здравии, исцелении и защите от бед. Волынская икона Божией Матери имеет долгую историю, восходящую к временам княжества Волынского, ныне территория Украины. Икона стала известна своими чудотворными свойствами, особенно в периоды войн и конфликтов, когда она неоднократно защищала город и его жителей от врагов. Среди известных чудес иконы это случаи спасения людей во время эпидемий и нашествий. Многочисленные свидетельства говорят о том, как икона оказывала помощь верующим, спасая их от смерти и тяжелых болезней. 13 июля верующие обращаются к Волынской иконе Божьей Матери с молитвами о защите и помощи. В этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, и люди просят Божью Матерь о мире, благополучии и здравии для своих близких. Горбаневская икона Божьей Матери была обретена в деревне Горбаневка в Полтавской области. Икона быстро стала известна благодаря многочисленным чудесным исцелениям и помощи в трудных ситуациях. Особенно ее почитают как защитницу семьи и покровительницу материнства. Легенда гласит, что однажды икона была найдена на берегу реки, где местные жители увидели ее светящуюся в воде. После ее извлечения начались многочисленные чудеса, и икона заняла почетное место в местной церкви. 13 июля в честь Горбаневской иконы Божьей Матери проходят различные богослужения. Верующие обращаются к иконе с молитвами о семейном благополучии, здоровье детей и защите от бед. В народном календаре 13 июля отмечается праздник, известный как 12 апостолов, макушка лета или полупетр. Этот день имеет глубокие корни в народной традиции и сочетает в себе религиозные и культурные элементы. В старину этот праздник отмечали с большим размахом, и он был наполнен множеством интересных обычаев и ритуалов. Праздник 12 апостолов посвящен памяти 12 ближайших учеников Иисуса Христа. В этот день православные христиане посещают церковь и участвуют в праздничном молебне. Люди обращаются к апостолам с молитвами, прося об исцелении души и тела, благополучии близких и помощи в земных делах. Церковные службы сопровождаются особым благословением и торжественностью. Наши предки начинали день с посещения церкви. После утреннего молебна люди отправлялись на работу, так как летние полевые работы были в самом разгаре. В этот день было принято выходить в поле нарядными, в лучших одеждах, что подчеркивало важность праздника. После церковной службы крестьяне отправлялись на сенокос. Этот период считался одним из самых трудоемких в году, поэтому каждый рабочий день был на вес золота. Завершив работу, люди не расходились по домам. Перекусив заранее приготовленной пищей, они начинали веселиться, пели, плясали, водили хороводы. Праздничные гуляния продолжались до глубокой ночи, а утро снова все шли в поле. В народе считалось, что макушку лета держат на своих плечах 12 апостолов. Этот день был важен для крестьян, так как они выходили на холмы, кланялись заре и приветствовали красное лето. Зарницу просили помочь хлебам вызреть полными и здоровыми. Особое внимание уделялось солнцу, символизирующему жизнь и благополучие. В некоторых регионах на 12 апостолов пастухам давали с собой яйца, крашеные в желтый цвет. Желтый или золотой цвет в народной традиции символизировал избранничество, высший суд, счастье и солнце. Яйца считалось символом жизни и возрождения, поэтому его использование в обрядах имело глубокий смысл. Этот день также называли полупетром, что, вероятно, связано с соотношением апостолом Петра с Петром, царевичем или сравнительной важностью этих дней. По старому стилю 13 июля завершала весну, и в ряде мест устраивали последние поминки по весне.
В некоторых регионах изготавливали из соломы чучело, наряжали его в красный сарафан, украшенный цветами кокошник и красные бусы, носили с песнями по деревне, а потом раздевали и бросали в реку, прощались с весной до следующего года. Эти обряды символизировали завершение одного цикла и начало нового. Молодежь собиралась на высоких холмах, известных как Красные горки, и водила хороводы, пела обрядовые песни. Затем они усаживались в кружок и обменивались крашеными яйцами. Эти обряды имели важное символическое значение и способствовали укреплению общинных связей. Праздник, который отмечается 13 июля, называется «Макушка лета», знаменует собой переход от прохладных летних дней к настоящей жаре. В этот день понимали, что лето по-настоящему вступает в свои права, проявляясь зноем и обилием солнечного света. Однако народная мудрость также гласила, что лето начинает катиться к зиме. Праздник 12 апостолов богат на приметы, которые помогали предкам предсказывать погоду и урожай. Главными предсказателями были кукушки, утки, карпы и роса. Кукушки были одними из самых значимых предвестников. Если кукушки продолжали заливаться в лесу после Петрова дня, это означало, что лето будет длительным и комфортным, а урожай обильным. Если же кукушки замолкали, это сулило раннюю зиму и скорое похолодание. Утки и карпы также играли важную роль в народных приметах. Если утки спокойно плавали в водоемах, это предвещало хорошую сухую погоду. Если рыбы уходили на глубину, это был верный знак приближающегося ненастья. Утренние наблюдения за росой были еще одним способом предсказания погоды. Обилие росы на растениях означало, что день будет ясным и теплым. Отсутствие росы, напротив, указывало на приближающийся дождь и прохладу. На праздник 12 апостолов именины отмечают Андрей, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Степан и Фадей. Эти имена не случайно ассоциируются с лидерством и достоинством. Люди, носящие эти имена, часто оказываются в роли лидеров в своих коллективах, способны повести за собой и находят общий язык с близкими людьми. Они умело ладят с женами и детьми, вызывая уважение и симпатию окружающих. В христианский праздник, собор 12 апостолов, принято было молиться апостолам, прося у них благословения и помощи. Молиться можно было как в храме, так и дома. Особое внимание уделялось молитвам об исцелении души и тела, благополучии близких и успехе в земных делах. В этот день важно было попросить прощения у тех, с кем вы были в ссоре, и помириться с недоброжелателями. Прощение и примирение – это не только религиозная обязанность, но и способ очистить душу от накопившихся обид и негатива. Оказание помощи нуждающимся, независимо от их отношения к вам, также является важным аспектом этого дня. После 13 июля по народным приметам лето начинает идти на спад. Ну а чтобы задержать его тепло и предотвратить наступление холода и дождей, крестьяне окликали весну, призывая ее помочь удержать летнюю погоду. Это делалось через специальные обряды и ритуалы. Молодежь надевала красные рубахи, сарафаны, чтобы собраться на высоком пригорке, где водили хороводы, пели песни, посвященные весне и лету. Эти действия символизировали приветствие и благодарность природе за ее дары. После хороводов молодые люди садились в круг и обменивались крашенками, покрашенными яйцами, что символизировало обмен энергией и пожеланиями добра. Знахари 13 июля использовали крашеные в золотой цвет яйца для проведения ритуалов на избавление от бедности. Этим яйцом выкатывали бедноту из ранее зажиточных крестьян. Ритуал проводился в тайне, чтобы никто не знал, иначе он не имел бы силы. После проведения ритуала яйцо закапывали под порогом дома, помечая место его расположения, чтобы каждый раз наступать на него, привлекая таким образом богатство и удачу. Праздник 12 апостолов, отмечаемый 13 июля, насыщен множеством народных примет и запретов, многие из которых имеют корни в языческих временах. Даже верующие люди порой не отказывались участвовать в обрядах, которые не приветствуются православной церковью. И в народе считалось, что встречи и свидания, назначенные до полудня 13 июля, могут завершиться неудачами. Энергетика этого времени суток считалась неблагоприятной для романтических и деловых встреч.
Также люди верили, что до полудня вокруг много злых людей и духов, которые могут навредить здоровью. Поэтому наши предки не выходили из дома до полудня, и таким образом они избегали негативного воздействия. В этот день не занимались и пересадкой растений, и уходом за садом. Считалось, что все, к чему прикоснутся руки, может погибнуть. Энергетика дня была неблагоприятна для роста и процветания растений. Особое внимание уделялось и гармонии в семье в этот день. Ссоры и конфликты, особенно с близкими родственниками, могли привести к длительной черной полосе в жизни. Важно было сохранять мир и дружелюбие. В этот день не играли в азартные игры, связанные с финансами. Считалось, что можно разориться до основания, потеряв все сбережения и нажитое имущество. Стрижка волос и ногтей могла укоротить жизнь, и эти действия считались символическим отрезанием части жизненной силы, поэтому их избегали в праздничные дни. Также не отказывались в этот день от приглашений побывать в гостях. Отказ мог испортить отношения с родственниками или друзьями, которые пригласили к себе. Гостеприимство и участие в празднике укрепляли социальные связи и дружбу. Вот такой, друзья, у нас с вами день 13 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся уже с вами буквально в следующем видео.